Всем привет, дорогие друзья, господа, товарищи. Сегодня у нас на дворе 28 ноября. Решил немножечко поплавать и сделать маленький эксперимент. Не знаю, такой эксперимент на дурака, получится или не получится. Но что, сейчас греем машину. Температура у нас плюс 2 на улице. Поедем на наше любимое место. Там, где есть прозрачная вода. Снимаю сейчас на новую камеру. Ну, как новую, да. Так-то она уже старенькая, но у меня появилась недавно, поэтому называю ее новой. Посмотрю, как она снимает на суше, на земле. И, соответственно, поныряю с ней. Поплаваю, посмотрю, что будет на записи именно с картинкой, снятой на эту камеру. Потому что предыдущая, естественно, она подешевле, она не особо мне нравится. Я ее покупал как так, просто попробовать что-то и так далее. То есть предыдущие видео подводной охоты, они были сняты на старенькую, которая, в принципе, за небольшие деньги покупалась. На Алишке я ее заказывал. Сами понимаете, какое там качество. Когда я начал снимать ролики уже про оружие, какие-то вставки с нее делать, то оно мне, это качество, вообще никак не понравилось. Это в воде еще более-менее, вроде бы там другая среда, там особо не видно такой зернистости, там, да, четкость там как-то по-другому ощущается под водой, на подводной съемке. Но не нравится она мне. Попробую эту, и, соответственно, посмотрим, что будет. Кому не лень, там напишите, будет отличаться, не будет, нравится, не нравится, будем работать. Сам вообще эксперимент заключается в чем? Значит, есть вот здесь вот такой вот небольшой заливчик с глубиной примерно в мой рост. И тут, посидев, подумал, значит, ни до чего более умного не догадался, как сделать засидку для охоты на рыбу. Думаю, сяду, рыба ко мне привыкнет, и, соответственно, я какую-нибудь большую штуковину подстрелю. Но под водой сидеть придется, минут там, не знаю, 10-20, там, чтобы рыба вокруг тебя уже начала ходить, не шевелиться. Значит, теоретически-то это можно сделать, да, но возникает вопрос, чем дышать. Есть вот такая вот штуковина у меня, которую тут смастерил. Имеем мы 3 трубки от пивных кек. Диаметром они, в принципе, абсолютно такие же, как и моя трубка, с которой я плаваю. То есть, по диаметру трубы, количество воздуха, в которое будет поступать, оно должно быть одинаковое. Соединил изолентой. Потянет, не потянет, не знаю, будем пробовать. Высотой примерно мне по грудь, а это получается метр 50 примерно, где-то так. Плюс, соответственно, вот этот конец я вставлю в свою трубку, которая у меня на маске. Возьму, надену полностью жилет со всеми грузами, пояс со всеми грузами, и, скорее всего, наверное, еще какой-нибудь камушек. Сяду на дно. Положу себе камушек на коленки, буду сидеть и дышать через вот такую вот приблуду. Это в теории. Как это будет выглядеть на практике, не знаю. Для этого мы сюда и приехали. Значит, для того, чтобы все это дело у нас на волнах не шаталось, в сторону не уходило, вот из такого вот куска, как он там, пенопласт, не пенопласт, как он правильно называется, вот этот розовая фигня легкая, это как она там, строительная хреновина, которая используется там для утепления там стен, полов там и всего остального. Какой-то там строительная разновидность какая-то пенопласта, как он, Урфлекс, Морфлекс, какой-то флекс там, не знаю, не помню. Вот здесь вот в центре мы сделаем дырочку, соответственно, трубку вставим, чтобы она там свободно ходила. И вот этот вот такой поплавок
не будет давать нашей трубке куда-то уехать слишком сильно. Ну и будет держать ее равномерно, вертикально на волнах. Ну, волны небольшие, тут сколько там, я не знаю, сантиметров 5, просто рябь идет, но все же. Значит, что, будем готовиться? Значит, итак, ребят, объясняю, что сделал. Снимаю сейчас опять на телефон для того, чтобы поберечь аккумуляторы в камере, которую буду сегодня первый раз испытывать под водой. Значит, что у нас получилось с нашей супер-пупер приблудой, которая в идеале, в теории должна работать, да? То есть, грубо говоря, берем нашу трубку, присоединяем к ней вот эти вот наши супер-пупер конструкции. Для того, чтобы трубка не уходила там ни вправо, ни влево, да, там ветром ее не шатало особо, придумал вот такой вот поплавок. Вот эта вот штукенция у нас будет якобы типа ограничитель, чтобы поплавок у нас не спал, ну, не выпал на волнах. Ебать! Вот. Да. Да. Ну и, соответственно, нам самим не даст погрузиться дальше определенной глубины, что, в принципе, хорошо. Если возьмем мой рост, то примерно, грубо говоря, если буду сидеть на дне, ну, как-то в районе почти 3 метров глубины для дыхания у нас есть. Ну что ж, будем испытывать. Значит, изначально вот сюда вот наконец трубки присоединил свой клапан Виноградова, так называемый, да, вот тоже кусочек пенопласта, который потом поджимает резиночку и при нырке не дает трубке в трубку затекать в воде. Попробовал через нее подышать, не залезая в воду. Тяжеловато. Все-таки вот этот столб воздуха, который здесь образуется, когда мы будем дышать, там все-таки скапливается углекислый газ и не до конца выходит, да, то есть даже будучи на земле, просто взяв все это дело в руки, попробовал подышать, ну, так себе удовольствие. Когда представил то, что буду сидеть на глубине, ну, примерно около 2 метров, да даже если будет и 1,5, то, ну, не особо комфортно, фиг его знает, как себя поведет организм, особенно первые минут, наверное, 20, пока, ну, как вы знаете, перестраивается наша дыхалка. Поэтому снял клапан Виноградова с трубки, попробовал еще раз подышать. Намного легче, абсолютно, как будто вот просто через обычную трубку дышишь. Ну что, будем сейчас переодеваться. Сейчас как-нибудь заснимем магию монтажа, как она так называется, да? Ну и полезем в воду посмотреть, что же за супер-мега-эксперимент мы с вами изобрели. Сейчас мы с вами подготовим наш фонарик к погружению и сделаем, соответственно, примыкание нашей фиговины к нашей трубке. Значит, фонарик, вот, несмотря на то, что, в принципе, он и хорошо светит, и меня полностью устраивает, но стоит только его оставить с батарейками на какое-то время, начинают окисляться контакты именно вот в этой вот группе, в которую вставляются батарейки. Сейчас чуть зачищу, ставим новые батарейки, потому что старые уже вообще не пашут. Окись здесь довольно-таки большая на контактах. Ну что, как говорится, сам дурак. Оставил, сколько получается, 2 или 3 недели я с ним не плавал. Оставил, забыл вытащить. Валялся он в машине все это время. Все окислилось, заржавело. Вроде как бы и не должно ничего туда попадать, да? Но так как лежал в машине, я предполагаю, то, что это перепады температур, конденсат и все остальное. И, соответственно, мы вот с той камеры, на которую я сейчас снимаю, там батарейки такие же, мы оттуда их достанем и вставим в эту контактную группу для фонаря. Так, есть. Включаем. Итак, ребят, короче говоря, у нас, как всегда, непредвиденная ситуация. Забыл дома мыло для того, чтобы надевать гидрокостюм. Ну, значит, будем просто надевать
обычным мокрым способом. Соответственно, берем несколько бутылочек с водой, мочим штаны, мочим курточку и одеваем. На улице сейчас +1. Ну, не знаю, там камера передает или нет, но вот маленький такой, меньше миллиметра снежочек идет. Что, будем пробовать. Сейчас быстро-быстро надену штаны, сразу же залезу в машину, чуть-чуть погреюсь, натяну носки, после этого накину бушлат, сполосну куртку, быстренько тоже курточку напялю, опять в машину, приведу все в порядок, значит, соответственно, застегнусь, потом вылезу, ну и магию монтажа увидите. Самоделка – полная хуйня.